Доброго вечера. Начинаем трансляцию, как и презентовалось в начале ролика, да, что мы сегодня занимаемся балка на двух опорах. И эта балка состоит из трех участков. Мы сейчас разберемся, почему этих участков три. Это балка на двух опорах, а значит, нам придется заниматься определением опорных реакций, построением эпюр. И это только начало расчета на прочность, да, а еще есть расчет на жесткость. Меня зовут Александр, я создатель и единственный руководитель проекта Сопромат «Это легко». Мои контакты есть в чате и есть на доске. Я увлекаюсь тем, что провожу индивидуальные занятия и групповые занятия по сопротивлению материалов и строительной механике. Вот. И это мое хобби, я этим занимаюсь с удовольствием. Ну и чтобы не быть уверенным, что я не зря все это рассказываю, хотел бы получить обратную связь по поводу того, что со звуком, потому что предыдущие трансляции давали звук не результат. Приветствую, Олег, очень рад, что вы с нами. Так, скажите, пожалуйста, что с звуком? Дайте, пожалуйста, там плюс, да, допустим, есть звук, минус, значит, со звуком не все в порядке. Так. Так, все хорошо, отлично, спасибо. Ну, будем надеяться, что у всех остальных тоже звук хороший, отлично, спасибо, Альбрус. Прекрасно. Значит, тогда продолжим. Как я уже сказал, проект мой для того, чтобы помогать. Хобби это мое, я люблю этим заниматься и занимался этим уже прилично много лет. Ну, грубо говоря, с 2001 года я преподаю сопротивление материалов, строительную механику чуть позже. Да, для того, чтобы начать преподавать, пришлось пройти много обучения, да, когда ты смотришь в глаза людям и понимаешь, что они не понимают то, что ты рассказываешь, а потом ты понимаешь, что ты понял, что ты рассказываешь, но люди еще не понимают. И высшая стадия, когда ты понял, что ты рассказываешь, и человек, которому ты рассказываешь, тоже понял, что ты рассказываешь. Вот это вот на данном этапе происходит чаще всего. Вот. И по этой причине у меня был вопрос с предыдущего занятия, и с него я и начну, потому что, в принципе, это часть нашей темы. Значит, вопрос такой, почему мы всегда рисуем схему балки, да, и одна опора у нас шарнирно-неподвижная, а вторая шарнирно-подвижная. Ну, во-первых, еще бывают случаи, когда, например, обе шарнирно-неподвижные. И одна, и вторая шарнирно-неподвижная. Но такая балка уже называется статически неопределимая, потому что в ней 4 опорных реакции, и найти из 3 уравнений статики 4 опорные реакции невозможно. Поэтому придется воспользоваться еще дополнительным уравнением, которое обычно уравнение деформации используется. Но это не тема нашего занятия. То есть может быть, например, и большее количество опор. Да? Мало того, может быть статически определимая балка, но, например, у нее будет вот такая связь. То есть шарнир еще добавляется, и это балки между собой связаны с помощью шарнира. Это тоже статически определимая балка, но опять же это не тема нашего разговора. То есть схемы возможны разные, но мы о них сегодня не говорим, просто говорим, что мы рассматриваем сейчас такую балку, в которой шарнирно-подвижная и шарнирно-неподвижная опора. Вот давайте себе представим, что это опоры.
А это балка, которую мы положили на эти опоры. Так вот, чтобы балка выдержала приложенную нагрузку, да, вот такую, любую. Это сейчас моделируем сосредоточенную силу, а там на самом деле может быть и распределенная нагрузка. А распределенная нагрузка, мы помним, это что-то, что имеет вес и лежит на всей длине балки и равномерно распределяет свой вес по длине балки. Поэтому называется распределенная. То есть вариантов много, но так будет удобнее показывать. Да? Вот сила приложена вертикально. И эти две опоры на самом деле выдержат эту силу, если они будут шарнирно подвижные. То есть в горизонтальном направлении свободно перемещаться. Но мы рассматриваем такой вариант. То есть на самом деле мы никогда, когда и рассматриваем изгиб, никогда не ищем горизонтальную опорную реакцию, потому что в наших теоретических задачах не присутствует продольная сила. Но как только мы начинаем рассматривать уже более сложные конструкции, например, раму, то любая практически система будет содержать в себе и продольную силу, и вообще-то изгибающий момент, который нужно удержать с помощью каких-то закреплений, да, или связей, мы еще их называем. Вот эти связи, необходимое и достаточное количество которых нам нужно для того, чтобы рама не упала, это называется мгновенная изменяемость, не сложилась, это геометрическая изменяемость. Ну, там есть различия, но, в общем, скажем, геометрические и мгновенно неизменяемые системы. И этот вопрос на самом деле рассматривается в строительной механике, когда рассматривается связь системы, когда система становится сложной. И тогда уже там нужно заниматься анализом существующей или при проектировании использовать правила, которые нужны и важны для создания системы, которая не упадет, скажем так, для того, чтобы закрыть этот вопрос на сегодня. То есть шарнирно-неподвижная опора нам нужна для того, чтобы сказать, что она не перемещается, вот эта балка не перемещается по горизонтали. И, в общем, и силы горизонтальные не прикладываются, поэтому эта опора есть горизонтальная. Но мы ее не находим, когда рассчитываем балку на изгиб. Как только приложится продольная сила, сразу возникнет и продольная реакция. Продольная реакция в смысле горизонтальная опорная реакция. И теперь поехали по порядку. Значит, расчет балки заключается в ответе на два вопроса. Первое. Она должна быть прочная, и она должна быть жесткая. Это два основных вопроса сопротивления материала в принципе и при расчете на прочность в том числе. Что такое прочное? Прочное это значит, что когда мы приложили нагрузку, ну, как мы только что делали, балка ее выдержала и не разрушилась. Ну вот, разрушилась это условное понятие, это может быть пластические деформации возникли, может быть еще какая-то история с ней произошла, но она перестала существовать в том виде, в котором мы ее запланировали. То есть вот она была у нас на двух опорах, и она такой же и осталась. А что такое жесткое? Жесткое это когда мы берем балку, прикладываем к ней усилие, это у меня линейка, и балка немножко прогнулась. А немного прогнулась, как нам не хотелось. То есть вот этот прогиб регламентирую я для себя. Мы можем сказать, вот величина прогиба, например, L на 600, то есть длина вся пролета балки, разделить на 600, допустимый прогиб. Если прогиб будет больше, значит жесткость не соблюдаются условия жесткости, и это означает, что нам нужно с балкой что-то сделать, то есть выбрать другое поперечное сечение, а не такое, как вот мы взяли сейчас очень тоненькое в нашей балке
чтобы показать, что она может быть и не жесткой. Дальше. Жесткость, чтобы ответить на вопрос по жесткости, нужно не только строить эпюры, но и перемножать их. Чтобы ответить на вопрос по прочности, нам нужно обязательно построить эпюры внутренних усилий. И, в общем, дальше из условия прочности подобрать сечение. Вот поставим программу максимум на сегодня, подобрать из условия прочности балку, сечение балки. С жесткостью все-таки это более дальняя дистанция, нам придется научиться перемножать эпюры, а для этого нужно будет изучить способ Верещагина хотя бы, да, или любой другой способ, который позволяет определить максимальный прогиб в этой балке. То есть где будет максимальный прогиб и его величина. А для этого придется перемножать эпюры. Как я уже сказал, для того, чтобы задачу считать было возможно, мы возьмем, например, здесь 20 кН на метр момент, распределенную нагрузку Q 30 кН делить на метр, и F, например, возьмем 10 кН. Надеюсь, что цифры будут целые более-менее. Здесь 1 метр, здесь 1 метр, здесь 2 метра и здесь 2 метра. Видите, я таки обманул. И балка не из 3 участков состоит, а из 4. Как я это увидел? Мы должны для себя представить, что, во-первых, есть опорные реакции. Вот здесь 1 и 2. Мы их тут нарисуем, вот тут и тут. И сечение мы должны сделать там, где в балке что-то изменилось. Вот я закрываю и перемещаю то, чем закрыл. Да? Сечение сделал сразу за силой, потому что сила появилась, нужно сделать сечение. Потом я перемещаю эту штуку и вижу, что появилась еще одна сила, значит здесь сечение тоже нужно сделать. Это второе сечение. Появилась распределенная нагрузка, по ней тоже нужно сделать сечение, потому что что-то изменилось на балке. Да? Появилась опора, снова нужно сделать сечение, и так мы получили 4 штуки их. А планировал я, конечно, 2, поэтому, может быть, сегодняшнее занятие и задержит, 3 вернее, а может быть, занятие и затянется, но постараемся делать это быстро. Поехали по порядку. Мы должны определить опорные реакции. Мы сказали, что опорные реакции возникают в шарнирно-подвижной и шарнирно-неподвижной опоре. Горизонтальную опорную реакцию мы решили не искать, и правда, ведь если мы назовем эту опору А, да, то это RA, например, X, и из суммы проекций на ось X мы видим, что RAX, она единственная, других сил горизонтальных нету, и поэтому дальше мы должны поставить равно нулю. Это главное условие. Почему мы ставим равно нулю? Потому что балка находится в равновесии, и главное условие равновесия – это сумма всех сил должна равняться нулю. Вот. Раз отсюда мы видим, что горизонтальная единственная равняется нулю, то в принципе про это забыть. Вот поэтому мы всегда и рисуем опорную реакцию горизонтальную, мы рисуем, но не пишем про нее ничего. А вот RAY и RBY, или просто RB, как удобно, давайте RBY и там, мы должны найти. Опять же, опорные реакции, когда мы рисовали, мы всегда подразумеваем, опорная реакция – это одна связь. Вот такой стерженек рисуется, чтобы показать, что он удерживает. Он удерживает как от перемещения вверх, так и от перемещения вниз. И вот эта опора должна быть такой, чтобы перемещение равнялось нулю, и сумма проекций на ось, и сумма моментов относительно точки равнялась нулю. То есть вот эта конструкция этой опоры такая.
Как она сделана, это много разных историй. Допустим, если вы посмотрите на опоры моста, вот между быком и самим мостом, там лежат два таких бетонных катка чаще всего. И на это все кладется металлическая пластина, а уже на нее кладется плита. Допустим, если взять в вагоне, там у нас есть две колесных пары, на которых есть подшипники, и которые держатся вот так, а на них находится так называемая тележка. И эта тележка точно такая же балка на двух опорах, несмотря на свою конфигурацию. Вот она такая. О. Это тоже балка на двух опорах, у которой вот здесь и здесь по одной вертикальной силе, а здесь вот так на подпятник опирается вагон. Давит на эту балку. То есть конструкции опор могут быть разные. И самое главное, когда мы про них думаем, мы должны понимать, что они вот так дают реакцию на вот эту силу. Наоборот, если себе представить перевернутую конструкцию, то это может быть внешней силой, а реакции... То есть, ну, например, опять же, вот если мы возьмем какой-то груз, мы поднимаем с помощью крана. Вот здесь мы присоединили один трос и второй. Вот так. Если не рассчитывать трос, а подумать про вот это, то здесь действует собственный вес плиты, а здесь действуют две опорных реакции. Пока опустим то, что они нарисованы мною так, что могут создавать продольную силу. Есть конструкции в кране вот этого механизма, когда он распределяет, ну, то есть вот так делает, чтобы трос был вот такой, а к нему уже цепляются. Ну, короче, горизонтальные составляющие мы опустим, пока не будем про них думать, но мы видим, что здесь вот это силы, а это вроде бы как тоже сила, но сумма реакций и внешних сил должна дать нам 0 для этой балки. Итак, вроде бы как про опоры мы поговорили, теперь про опорные реакции. Для того, чтобы найти опорную реакцию А, мы должны взять сумму моментов относительно точки Б. Самый простой способ, потому что как только мы берем сумму проекций на вертикальную ось, то у нас в уравнение попадает и одна реакция, и вторая реакция. А они обе неизвестны, то есть чтобы найти что-то, нам придется выражать одно через другое. Это неудобно. Поэтому сумма моментов, например, относительно точки B нам дает следующее. Давайте вот я просто нарисую. Здесь у нас RA, здесь у нас F, здесь у нас Q, вот сама точка B, и здесь у нас момент. Что мы делаем? Мы представляем себе, что это твердое тело, вот такое, на которое действуют вот эти все силы. Вот эта точка, это ось, относительно которой мы будем смотреть, вращается как вращается вот это твердое тело. RBY эту точку пересекает, поэтому, а момент это сила на плечо, мы помним. Момент это сила на плечо, да? Плечо 0. У RB относительно точки B плечо 0. Поэтому мы пишем RA умножаем на вот эту длину до точки B. То есть, ага, я точку B немножко перенесу там, где она реально стоит. Вот тут. Вот она точка B. RA на расстояние здесь 1 плюс 1 и еще 2. Да? 1, 1, 2. То есть получается 4. Дальше сила. F на плечо 3. На плечо 3. Распределенная нагрузка это такой вид нагрузки, мы сказали, у которой весь вес тела распределен по длине. То есть вот вес тела это есть Q маленькая умножить на длину, где это Q маленькая действует. То есть в данном случае Q на 2. Это сила. А у этой силы плечо, вот оно, 1 метр. Потому что центр тяжести прямоугольного тела находится посерединке.
значит 2 пополам единица, вот поэтому мы Q на 2 и на 1 тут должны написать. И еще момент. В прошлый раз мы говорили, это такая штука, вот если представить себе, что вот здесь жестко сварено два тела, вот одна балка, вот второе перпендикулярно ей действующее тело, то когда силы прикладываются вот так, появляется сосредоточенный момент. Но чтобы не усложнять рисунок, вот это обычно не рисуют, а просто пишут, что m равно вот такой-то величине. При этом момент тут здесь появился и действует постоянно. Это мы рассматривали в самом первом занятии, когда консольная балка была с моментом. После того, как мы записали все силы и умножили их на плечи, то есть записали все моменты, поставим равно нулю. И теперь приступаем к определению знака. Знак мы определяем так. Вот мы уже сказали, вот тело, вот в точке B держим и давим на наши нагрузки. Давим на RA, вращает по часовой стрелке, ставим минус. Принято, что по часовой стрелке минус, хотя опять же есть учебники, в которых по часовой стрелке наоборот плюс. Давим на силу F, плюс. Давим на Q, тоже против часовой плюс. И теперь на момент, вот тут я держу и проворачиваю, как момент нарисован, вот так. Тоже против часовой, еще раз, чтобы руку не... Вот так, да, вращает момент. Против часовой стрелки тоже плюс. В результате у нас получается вот такое уравнение. Значит, что у нас выходит? RA равняется F 10 на 3 плюс Q 30 на 2 и момент 20. Разделить все это на 4. Ну, есть шанс, что получится все без дробей. 30 плюс 60 это 90. Так. 30 плюс 60 плюс 20. 110 разделить на 4. 27,5. Я сразу, я здесь напишу 27,5 килоньютона. И пишу у RAY. RAY равняется 27,5 килоньютона. Я это все записываю, потому что мне нужно будет вытереть это и пользоваться балкой. Сумма моментов относительно точки А теперь. Для того, чтобы найти реакцию RBY, я беру сумму моментов относительно точки А. Здесь та же самая история. Вот здесь у меня А, вот здесь F, вот здесь Q, вот здесь RBY и вот здесь момент. Когда мы это видим перед глазами, нам проще все это записать. F умножается на плечо 1, Q маленькая мы должны умножить на длину на 2 и умножается на плечо. Вот смотрите, вот это 1 и еще вот этот кусок. 1 плюс 2. В результате получаем 3. RBY умножается на 4. И момент ни на что не умножаем. Просто m. И равняется нулю, как и раньше. Держим в точке и проверяем, и записываем знаки. В точке надавили, держим, надавили на силу. В точке держим, надавили на силу. По часовой стрелке у нас получается вот так. По часовой плюс. Минус. Кстати, в пределах одного уравнения мы можем поменять знак, но в пределах одного уравнения. То есть вот уравнение, пока мы пишем, у нас одно правило. По часовой, например, минус против плюс. Когда мы пишем второе уравнение, мы в принципе можем поменять, но мы будем соблюдать. Держим в точке, давим на силу F. По часовой. Минус. Дальше. Держим в точке, давим на Q. По часовой. Минус. Держим в точке, давим на RBY. Против часовой. Плюс. И момент против часовой. Плюс. Да.
закончили со знаками, то есть у нас готовое уравнение, в конце 0 можно приступать к расчету RBY. Дальше RBY. Тут у нас так, значит, сила 10 на 1 плюс распределенная 30 на 6 и минус момент 20. И разделить это все на 4. Так, что у нас должно? У нас должно получиться 60 и 10. Ну, ладно, считаем. Значит, 30 на 60, на 6, плюс 10, минус 20 и разделить на 4. 42,5 килоньютон. Опять же, я здесь напишу сразу 42,5, потому что дальше я это буду все стирать. Следующее и обязательное, на первых этапах так точно, это проверка. Потому что дальнейшее построение эпюр, если мы неправильно определили опорные реакции, будет обидно, что мы опорные реакции не проверили, а там закралась ошибка, начали строить эпюры, достроили их до конца и увидели, что что-то не сошлось. А что не сошлось, я потом скажу, да. И, обидно пересчитывать потом все заново. Поэтому проверку проще всего сделать, чем не делать. Поэтому делаем. Проверка — это вот следующее. После того, как мы взяли суммы моментов, мы имеем право взять сумму проекций на оси Y. Или если мы брали сумму моментов и сумму проекций, тогда мы можем сумму моментов относительно другой точки взять. Но удобнее сумму проекций на оси Y. Если у нас сойдется с нулем сумма проекций на оси Y, значит мы нашли правильно опорные реакции. Вот и мы записываем. Значит, у нас получается вверх у нас 27,5, плюс вверх у нас 42,5, минус 10 вниз направлено и минус 30 на 2. Почему я взял вверх? Потому что я решил, что ось Y я хочу, чтобы была вверх направлена. И тогда все, что у меня направлено вверх, я беру со знаком плюс. Вот эти правила знаков по часовой стрелке или против часовой. Вверх или вниз, с каким знаком мы берем, это все условно. В природе этого не существует, но математика не позволяет нам сказать в одну сторону плюс, в другую минус. То есть словами мы можем это сказать, а в уравнении мы это записать не можем. Поэтому мы и ввели в одну сторону знак минус, в другую знак плюс. Если мы возьмем в другое правило, например, поменяем в этом уравнении, против часовой стрелки возьмем минус, а по часовой плюс, то эти знаки просто поменяются на противоположные, а результат останется тот же самый. Мы все равно получим 42,5 килоньютона со знаком плюс. А знак плюс будет обозначать, что наши опорные реакции направлены вверх. Кстати, если мы вдруг в опорных реакциях получаем знак минус, это означает, что мы с направлением не угадали. И для дальнейшего расчета проще, когда мы возьмем здесь, получили минус, возьмем вот эту стрелочку, зачеркнем, направим в другую сторону и напишем значение. Тогда, когда мы будем строить эпюры, мы не забудем про этот знак. Иначе можно потерять его, и тогда опять же не сойдется эпюра. Вот, но здесь мы видим, что 27 и 40, да, 42,5, 20, 60, 70, и здесь 70. То есть 0 равняется, проверка сошлась, опорные реакции найдены правильно. Приступаем к дальнейшему расчету. Дальше все просто, мы уже все эти нагрузки уже проходили, да, и моменты у нас в консолях были, и силы у нас в консолях были. То есть нам только теперь осталось это все разбить на участки и для каждого участка отдельно позаписывать, что на нем мы видим в уравнении. Здесь мы, как всегда, опять же, мы опять используем Q от X. По правилу знаков мы пишем вверху плюс, внизу минус. Здесь как раз на
Q у нас попало... Надо повернуть чуть-чуть дальше. Лампа. Лампа. Ну, ты представляешь? Сейчас, секунду. Ну, просто переместим ее чуть. Нет, она не хочет вверх-вниз. Тогда придется мне... О, ну так более-менее. Проще выключить эту лампу. И все. Сейчас посмотрим. Да. Вот. И, значит, что мы делаем дальше? Мы делаем плюс-минус, мы поставили это, где у нас будут откладывать, то есть ось, да, условно говоря, вот это вверх плюс Q, то есть поперечная сила, а вниз, соответственно, будет минус. У m от x мы наоборот делаем. Вверху минус, внизу плюс. Благодаря этим правилам знаком у моментов эпюра получается со стороны растянутых волокон. Только для этого вводятся эти правила, хотя на самом деле есть, опять же, источники и книги, в которых эпюры строятся на сжатых волокнах. И вот, не вопрос, можно и так делать. То есть тогда, если мы захотим строить на сжатых волокнах, мы должны просто, ну вот поперечная сила у нас остается такой же, а вот мы строим вот так, плюс у нас, да, а на сжатых волокнах будет у нас, соответственно, вот так, плюс. И все. Ну, мы этим сейчас не будем заниматься. Пойдем дальше. Сечение мы уже обозначили. Где? Еще раз вспомним, что вот первое сечение за RAY. Вот x1 мы называем. Немножко буду ускоряться, чтобы не задерживать процесс. x1 начинается здесь, заканчивается вот здесь. До силы. Бесконечно близко слева приходим в точку, где действует сила, но силу еще не видим. Вот это важное условие, чтобы вы понимали, что силу мы еще не перешли. За силу мы, как только мы за силу пришли, это уже x2 у нас. И тогда мы рисуем вот так. Значит, RAY. И здесь у нас x1. А x1 у нас изменяется от 0 до единицы. Меньше либо равно, но слева. Бесконечно близко слева от силы. И тут мы пишем Q от x1 и M от x1. Мы помним, да, что мы смотрим на вот это правило и говорим, что если в нашем сечении вот здесь есть поперечная сила, которую мы называем Q от x1, она вот так будет направлена, внутреннее усилие. В противоположную сторону от RY, и это внутреннее усилие вот в этом сечении, которое удерживает наш кусочек балки от вертикального перемещения. Ведь этот кусочек никуда не перемещается, он остается на опорах лежать, и балка не разрывается на части благодаря внутренним усилиям. То есть цельная балка остается, когда мы изгибаем, за счет того, что там внутренние усилия сопротивляются этой деформации. Вот, поэтому RAY мы должны записать, смотрим на правило. Правило фактически, оно нарисовано вот так, но мы должны понимать, что это правило вот такое. Когда мы идем с этой стороны, то вот это положительная сила, вот это положительное направление для внешних сил. А когда мы идем с этой стороны, справа налево, то тогда вот такое направление для внешних сил будет положительным. А это мы просто сокращенно рисуем возле оси, потому что мы-то это уже все проговорили и помним, и используем уже как готовые данности. Да? Дальше. RA мы записали. M от x1. Мы должны силу умножить на плечо. Плечо у нас берется относительно точки, в которой мы провели сечение. То есть вот до этой точки расстояние x1, поэтому мы силу RA умножаем на плечо x1. Это и есть наш момент.
Причем правила знаков мы опять же смотрим. Если балка, как мы говорили, изгибается вот так, то это плюс. А если балка изгибается вот так, то это минус. Это плюс, а это минус. Положительный смайлик, отрицательный смайлик, грустный смайлик. Так вот, у нас в данном случае RAY изгибает, вы представляете себе, да, вот мы в этой точке давим, да, держим, а на RAY давим, балка прогибается вот так. Значит, это плюс. Оба уравнения, уравнение прямой линии. Для того, чтобы построить прямую линию, нужно две точки. Q от x1 мы не будем писать равно нулю, или Q от x1 равно единице. Оно всегда, Q от x1 будет равняться RA, то есть 27,5. Постоянное значение плюс 27,5. Я вот так поставил, 27,5 здесь написал и пошел дальше. Здесь плюс. Поставил значение, поставил знак, соединил значение в начале участка и в конце прямой линией. И перпендикуляры к оси, это такое оформление. Мы говорили, что раньше, когда строили эпюры на миллиметровке, зачем это делали? Для того, чтобы можно было в любом месте на этой миллиметровке взять, замерить размер, умножить на масштаб, получить число внутреннего усилия в каждой точке. Мы так можем сделать. Сейчас это не обязательно. Мы можем в Excel забить с меньшим шагом и посчитать значительно быстрее вот по этому уравнению. Так, m от x1 равно нулю. Вот в это уравнение мы теперь подставляем вместо x значение x, которые здесь на границах написаны. Мы можем и середину подставить, но нам не нужна середина, нам нужны края участков для того, чтобы изучить изменение графика. Мы так и делаем. То есть можно вообще все точки поставить с каким-то шагом. И это будет правильно, но это будет лишняя работа. Итак, RA на 0, 0. Поэтому здесь, в смысле, да, число на 0 это все равно 0. M от x1 равное единице. Мы получаем 27,5. На 1 27,5. Сразу можно это тоже нарисовать. Здесь x равен нулю 0, x равен 1 метру, 27,5 мы получили. Первая точка. Вторая точка, естественно, будет вот здесь. Мы сейчас будем делать сечение и будем изучать, что там происходит. Вот. И не будем откладывать в долгий ящик. Да, что-то я подумал, что нужно обязательно акцентировать внимание. Да, это килоньютоны на метры. Здесь я пока знак не ставлю, потому что эпюра все равно пойдет вот так. И там мне будет еще где место, чтобы поставить знак и нарисовать перпендикуляры. Поехали дальше. Значит, это мы нарисовали. Второе сечение, вот оно. x2. Причем, смотрите, x2 я беру в начале участка, начало x. Можно брать x вот неизменный, а отсюда вот такую длину x брать. Но мне так меньше нравится, и я использую этот способ. Хотя это дело вкуса и больше ничего. Поэтому, значит, я рисую весь кусок. Я сечение сделаю, я рассматриваю весь кусок. Весь кусок балки. На этот кусок балки действует и RAY, и F. Здесь 1 метр, а здесь вот мы сказали, мы берем x2. Начало здесь x2, а здесь конец x2, где вот x2 равняется единице. x2 изменяется от 0 до 1. Q от x2 равно 0. Q от x2 равно 1. 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 Q
х2 это внутреннее усилие, поперечная сила. Мы говорили, да, вот тут она действует. Знак пока не будем рисовать, и незачем. Q от x2. Мы смотрим на вот эту часть правила знаков и понимаем, что вот плюс будет, если силы вот так приложены, снизу вверх. RAY мы уже решали в предыдущей схеме, был плюс. А вот F направлено в противоположную сторону, поэтому просто берем со знаком минус. И все. Мы смотрим на вот это правило. То есть, когда мы определяем опорные реакции, у нас там свое правило. Когда мы строим эпюры, мы используем вот это правило. Просто нужно их разделить для себя и понимать. Вот это Q плюс, да? А это M плюс. Поехали дальше. Здесь, естественно, мы можем досчитать до конца, то есть получается, что у нас там 27,5 минус 10. Правильно? Правильно. То есть получается 17,5 килоньютонов. Мы можем здесь сразу написать вот так. 17,5. Но все еще плюс. Опять же, можно этот плюс не писать, а просто заштриховать и все. M от x2. Теперь вот эти силы мы должны на свои плечи умножить. RAY умножается на плечо. Смотрим. Точка, относительно которой мы берем момент, всегда вот располагается здесь. Потому что здесь находится вот этот момент, внутреннее усилие, изгибающий момент M от x, который, мы говорили, вот так удерживает балку для того, чтобы она не разрушилась. Это внутреннее усилие M от x есть. Дальше RAY мы должны умножить на плечо. У него плечо получается 1 плюс x2. 1 плюс x2. F мы должны умножить на свое плечо, x2. Знаки. Если балка изгибается от нашего усилия вот так, то это плюс. И это будет RAY. Держим в точке, давим на RAY. Да, вот сечение, вот балка. На RAY надавили, балка загнулась вот так. Это как бы половина этого смайлика. Здесь плюс. А сила давит вниз, то есть балка изгибается вот так, значит минус. Минус. И все, наше уравнение уже записано. Наше уравнение уже записано. Теперь осталось, это тоже прямая линия. Любое уравнение, которое содержит в себе x в первой степени или вообще не содержит x, а константа, как это вот здесь получается, это уравнение прямой линии. А если x во второй степени, то это парабола. Но это будет на участке с распределенной нагрузкой, мы к этому еще вернемся. Значит, что мы тут получаем? M от x2 равный нулю. Чтобы прямую линию построить, нам достаточно двух точек. Вот мы их и берем в начале участка и в конце. То есть только вот здесь. В начале участка и в конце, чтобы потом соединить прямой линией. Тут мы получаем то же самое значение 27,5. Ну, потому что RAY умножается на единицу, 0 не играет роли, и здесь 0 на силу 0 получается. Килоньютона на метр. M от x2 равный 1. RAY 27,5. 1 плюс 1 2. Минус 10 на 2. Ой, 10 на 1, извиняюсь. x2 равняется единице. Вот сюда вместо x2, да, M от x2, мы сюда вместо x2 поставили единицу, и сюда вместо x2 поставили единицу. Поэтому здесь у меня получилась двойка, потому что 1 плюс 1 2. И здесь у меня 10 на 1 тоже вполне понятно. И тогда мы получаем 27,5 умножить на 2, это у нас выходит 27,5. Умножить на 2, это у нас выходит 55, минус 10, 45 килоньютонов на метр. Если строить в масштабе, то будет все хорошо видно.
чуть-чуть угол поменяется. 45. Помним, что вот этот график, это производная от вот этого графика. Поэтому, если здесь произошло изменение, то здесь это изменение мы будем наблюдать, если строить в масштабе. Вот это значение, это угол вот этой линии. Вот это значение, это угол вот этой линии. Поэтому здесь значение стало меньше, значит угол поменяется. Чуть-чуть станет меньше. Вот я его так изобразил. Чуть-чуть стал меньше. Угол стал чуть-чуть меньше. Но это все прямые линии. Это прямая и это прямая. И чем больше буду наводить, тем будет хуже. Так оно всегда и получается. Это прямые линии. Аккуратненько рисуем, потому что преподаватели любят к этому придираться. И вот с этой стороны я пока закончу. Почему закончу? Ну, потому что сейчас пойду с этой стороны, а уже самое сложное оставим напоследок. Здесь тоже вроде бы как все понятно. Поехали дальше. Сечение можно делать с любой стороны. Поэтому сечение номер 3 я буду делать вот так. Х3. Мы должны сойтись бесконечно близко, вот как бы в каждой точке. Мы дошли до силы F слева, и потом начали от силы F справа, да, и мы эту точку как бы соединили слева, справа, она совпала одна с другой, а здесь вот не совпала, об этом мы еще поговорим. Значит, сечение мы делаем с этой стороны, вот так у нас выглядит это сечение. Здесь у нас x3, и больше ничего в этом сечении нет, поэтому нам здесь будет просто q от x3 равняется нулю, потому что q это поперечная сила. Поперечных сил здесь нет. Здесь есть момент, который мы говорили, будет состоять из продольных сил. Это продольные силы. Мало того, если они вот так располагаются, они друг друга компенсируют, и вообще там только сосредоточенный момент будет. Поэтому мы записываем момент только в моменте. m от x3, это будет m. Причем по правилу знаков мы договорились, что если вот так, то плюс. Держим в этой точке, давим на момент, видим, что балка прогибается вверх, тут плюс. Вот именно по этой причине я пошел с этой стороны. Если бы я, например, сейчас сделал сечение здесь, а потом сделал сечение здесь и шел слева, то у меня бы было весь вот этот кусок балки мне бы надо было рассматривать. Это сложно, это много вот составляющих, в которых обязательно можно сделать ошибку. Чем меньше составляющих, тем проще запись, тем быстрее мы придем к результату. Поэтому сечение с этой стороны это правильно. Вот, здесь 0, а здесь момент с плюсом. То есть вот так мы откладываем 20, постоянное значение. Как у силы здесь постоянное значение, так вот здесь 20 тоже постоянное значение. Плюс поставлю и так нарисую. Мы уже обратили внимание, что момент на эпюре момента выглядит как поперечная, как сила на эпюре сил. У них характер тот же самый. А так как момент здесь постоянный, то угол наклона, то есть производная, равна нулю. И это мы видим вот здесь. 0 эпюра. Ну и теперь можно сделать по Q сечение, хоть слева, хоть справа, в принципе, почти одинаково. Смотрите, если мы идем слева, у нас будет RAY, у нас будет F и Q. Если мы идем справа, у нас будет момент RBY и Q. То есть количество слагаемых в уравнениях будет одинаковое. Но у поперечной силы будет на одно меньше, поэтому я сделаю справа. Ну, то есть момент же не будет участвовать в поперечных силах, если мы будем идти справа. Не будет. А раз не будет, значит мы себе сократим в одном уравнении хотя бы. Уже неплохо. И получается, мы рисуем момент, мы рисуем RBY, и мы рисуем распределенную нагрузку. Причем только часть ее. Мы сделали x4.
Мы сделали сечение прямо под Q. И поэтому мы рисуем часть, вот этой длина этой части равна x4. Это для нас важно, потому что мы теперь понимаем, что мы взяли только вот такой кусочек Q. И, конечно, равнодействующая у этого Q будет своя. Она будет равняться интенсивность, умноженная на длину. Длина здесь x, а равнодействующая находится посередине этого x. То есть вот здесь вот будет x пополам. Это я специально расписал сейчас, чтобы мы, когда будем записывать в уравнение, не возвращались к этому, а просто записали. Если будет непонятно, вы мне обязательно пишите. Я знаю, что, в общем, это, я говорю, а видео появляется чуть позже у вас, поэтому я буду следить за чатом. Вот все тут здороваются, говорят мне привет, значит привет. Поехали дальше. Мы сказали, что Q на X находится вот здесь. Q на X. И X4 на 2 это будет плечо. Вот тут. Мы берем момент до точки, в которой провели сечение, и мы про это не забываем. Это единственное, что нужно помнить. Вот если понять все слова, которые я сказал, и запомнить, то построение пер превращается в легкую прогулку. Почему? Потому что моменты, это моменты, да, вот просто логический момент, это момент, в поперечной силе он быть не может. Просто потому что это момент. В силах он отсутствует. В сумме проекции сил. Q от X на самом деле это проекция сил. RBY умножается на свое плечо, а плечо мы берем до точки, в которой провели сечение. Q на X это тоже сила, просто она умножается в моментах на свое плечо. У нее плечо будет x4 пополам. Поехали записывать. Q от x4. Какие тут силы есть? Q на X и RBY. Момент это момент. Q на X и RBY. Правило знаков. Мы теперь смотрим на вот это. Вот так будет плюс. Все, что вот так, мы записываем с плюсом. Все, что не так, мы записываем с минусом. RBY с минусом, а Q на X с плюсом. Все. Сила Q на X это сила. Поперечная сила, которая участвует в сумме проекции на ось m от x 4. Здесь, конечно, момент мы записываем сразу, чтобы не забыть. Потом RBY мы умножаем на свое плечо, у RBY плечо x4. И Q на x мы тоже должны умножить. Q на x это сила, а умножается она на плечо x4 на 2. Вот все, мы все уравнения, все данные уже записали. Теперь мы должны посмотреть знаки для моментов. Опять же, если балка изгибается вот так, то это плюс. Вот так. То это плюс. Смотрим на наш момент. Момент с плюсом. RBY с плюсом. Давим на силу, да, и смотрим, куда балка изгибается. А Q на X с минусом. Все. На этом, в принципе, со знаками мы закончим. Теперь осталось посчитать Q от x4 равный нулю. Получаем RBY, то есть 42,5 килоньютона. И Q от x4 равно... Кстати, x4 мы написали, чему равняется. x4 изменяется от нуля отсюда до 2 метров. До 2. Q от x4 мы получили равное 2. Мы получаем что здесь? Зря я напишу. Ладно. Подставим, да, потом окончательный результат. Что у нас тут?
30 на 2 – 60. Минус, кстати, 42,5 со знаком минус. Очень важно знаки не потерять. 60 минус 42,5 килоньютона. Мы получаем 60 минус 42,5. Я буду считать на калькуляторе, не хочу ошибиться. Да и, честно говоря, я устным счетом не увлекаюсь. 17,5 килоньютонов с плюсом. Вот тут важно, что мы получили два разных знака, и мы сейчас должны эту эпюру построить. У нас не было до сих пор изменяющегося на этом участке, на поперечной силе участка, на котором изменяется что-либо, у нас не было. Смотрите, что получили. Мы получили здесь минус 42,5, минус 42,5, а здесь мы получили 17,5. О! И мы говорили, что если вдруг мы встречаем на эпюре поперечных сил переход из минуса в плюс, то это означает, что вот эту точку мы обязательно должны проверить. Тут у меня подгуляло. Это точка экстремум. Там на эпюре моментов будет переход. Вниз шла эпюра, потом пойдет вверх. И этот переход нам будет говорить о том, что здесь может быть максимальное значение моментов. И оно будет там действительно максимальное. И раз мы так уверенно об этом говорим, то теперь еще раз обязательно, чтобы мы вспомнили, мы должны вернуться вот в это уравнение. Это уравнение вот этой линии. Вот эта линия, вот в этой точке имеет значение 42,5, а вот в этой точке со знаком минус. А вот в этой точке эта линия, это уравнение имеет 17,5 значений. Так вот в этой точке мы видим 0. Это поперечная сила здесь равна нулю. То есть Q на XE равняется минус RBY равняется нулю. Я просто уравнение Q от x4 назвал просто XE и приравнял нулю, потому что поперечная сила здесь 0. А уже приравняв нулю, я могу из этого уравнения найти XE. XE у меня получится равно RBY 42,5, да, 42,5, разделить на 17. И тот самый, считаем, что получилось. Два с половиной. Вот этот x равняется 2,5. И значит нам при построении эпюры моментов на этом участке нужно будет использовать три значения x. Края участка и xe. То есть вот в это уравнение мы теперь поставим три все-таки. Три значения x. И этому причина вторая, на самом деле. Вот это слагаемое. Его же можно переписать, да? Давайте еще раз напишем. m от x4. Это получается, я напишу там у нас 20. Плюс RBY 42,5. На плечо у нас x4. А это Q 30 минус 30 x4 в квадрате на 2. Вот как выглядит у нас уравнение после того, как мы подставим в него числа. А это говорит нам о том, что вот x во второй степени. Вот в этом слагаемом x во второй степени. Как только мы видим x во второй степени, это означает, что мы должны понимать, что на координатной оси
это график параболы. Вот, а раз парабола, то это кривая. А чтобы построить кривую, уже двух точек вообще это недостаточно. Но мы рассматривали правило, что когда мы берем распределенную нагрузку, получили две точки, мы можем представить себе и с помощью вот этого правила, и с помощью правила там, дождика себе представить, как будет проходить эпюра. Но здесь нам это не понадобится, мы будем экстремум находить. m от x4 равный нулю. Мы должны получить сюда 0, 20 с плюсом. Килоньютонов, конечно, на метр. m от x4 равный 2. 20 плюс 42,5 на 2, сразу писать буду, 85, минус 30 на 4 и пополам, да, 60. Что мы получаем? Ну, по идее, 45. 45. 45 километров. Мы фактически получили эту и эту точку. Вот. Эпюры у нас совпали, уже можем радоваться. Не произошло. То есть вот справа мы получили 20, слева мы совпали с точкой 45. Это означает, что точки эпюры, края участков совпали. Значит, эпюру мы уже получили правильно. Теперь осталось только закончить экстремумом. И все. Эпюры закончены. Ну и, конечно, тогда m от xe. Я буду писать 2,5. Ну, тут придется, конечно, калькулятор. 20 плюс 42,5 на 2,5. 42,5 на 2,5. 106,25. Минус 30, 2,5. Стоп. А что-то я... И это же я... Опять... 42,5 разделить на 30. Это я, наверное, ошибся, когда XA искал. 42,5 разделить на 30. Ой-ой-ой. Я, похоже, ошибся с определением экстремума. Конечно, не может быть XE больше, чем... Ну, у нас здесь 2 метра, а XE 2,5 получилось. Ну, это неправильно. Где-то я ошибся, когда считал, видимо, не ту цифру подставил. Еще раз вернемся к этому уравнению и понимаем, что Q на x4, ну или xe, да, минус RBY равняется нулю. RBY, и вот теперь RBY перенесли вправо, да, xe равняется RBY разделить на Q. RBY у нас 42,5 разделить на 30. А как я получил 2,5? Интересно. 42,5 разделить на 30. 1,42. Хорошо. Ну, я бы, конечно, мы бы не считали глупости. 1,42. Вот. Ну, исправили вовремя. Но бы у нас все равно получилась глупость, поэтому вернемся назад. Еще раз, в x4, вместо x4 мы должны поставить действительно xe, и здесь ничего не поменялось, но поменялось значение. Где-то, когда я считал, что-то не то подставил. В уравнение m от x4 мы теперь подставляем 1,42. 20. Это момент. Где он? Вот он. Момент. Плюс 42,5. 42,5 умножить на 1,42.
60,35. Минус 1,42 в квадрате умножить на 30 или умножить на 15, да, чтобы не делить на 2. 30,246. 30,246. Результат 20 плюс 60, 35 минус 30, 246, 50,104. 50,104 килоньютона на метр. И здесь мы тоже видим, что вот здесь не 45, а 50 целых, ну и там 104, да? 50,1, ну, можно, конечно, масштаб соблюдая, чуть-чуть меньше нарисовать. Дальше мы помним, что это парабола, и у параболы вот это главное условие. Вот здесь внизу угол 0, здесь он с одним знаком, здесь с другим знаком, а вот здесь в углу 0, внизу вернее 0. Вот так и ставлю, горизонтальный штрих вот здесь ставлю. Чтобы правильно нарисовать параболу, лучше там поставить горизонтальный штрих, и тогда вот сюда и вот сюда дорисовываем этот кусочек. И в результате вот мы получили эпюру М, здесь плюс, и теперь можно уже заштриховывать. Вот так у нас получилось построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил, что есть внутренние усилия, которые возникают в сечениях балки, ну, для балки на двух опорах. Да? Но, как мы говорили, расчет балки заканчивается тогда, когда мы подобрали сечение. И это уже, естественно, последнее, что мы должны сделать, это использовать условия прочности при изгибе. Сигма максимум равное m максимум разделить на WZ меньше либо равно, чем или расчетное сопротивление, или сигма допустимое. Возьмем себе двутавр металлический, да, с допустимым напряжением 200 мегапаскалей. Возьмем себе круглое поперечное сечение и прямоугольное поперечное сечение B и H. Для дерева сигма допустимая 8 мегапаскалей. А B к H возьмем равное 0,5. То есть ширина равна половине высоты. То есть мы подберем двутавровое металлическое сечение и деревянное, круглое и прямоугольное поперечное сечение. На самом деле для двутавра нам нужно M максимум разделить на сигма допустимое, и так мы получим WZ требуемое. Так мы и поступим. Значит, что у нас получается? M максимум это 50,104, но мы помним, что это килоньютонов умножить на метр. Я склоняюсь к тому, что удобнее всего цифры использовать при расчете в сопротивлении материалов, когда мы берем килоньютоны и сантиметры. Сантиметры квадратные и так далее, и килоньютоны. Почему? Потому что в любом другом случае или у нас много нулей перед запятой, или у нас много нулей после цифры. То есть нули за собой тягать неудобно, а вот если использовать килоньютоны и сантиметры, то это наиболее подходящий, не длинная запись вот этих вот нулей. Короче, я так привык, мне так нравится, рекомендую. M максимум я перевожу тогда 50,104
И запятую переношу на два знака, чтобы получить килоньютоны на сантиметры. На 100 умножил метры, чтобы получить сантиметры. А тогда мегапаскали я переведу в килоньютоны на сантиметр квадратный. Это будет 20 килоньютон делить на сантиметр квадратный. И вот теперь я могу все это посчитать. 50 и 4 разделить на сигма допустимое, то есть на 20. Мы получаем умножить на 100, разделить на 20. 250, 52. Это требуемый момент сопротивления для двутавра. Пока я оставлю в этом виде, постараюсь включить книгу, в которой сортамент, и мы с вами выберем вместе уже потом двутавр из сортамента, если у меня получится. Ну, программа позволяет, но оставим это на потом. То есть, что мы должны дальше сделать? Мы должны открыть сортамент прокатной стали, я его покажу, да, в конце. Взять колоночку момента сопротивления вот относительно этой оси, потому что балка, которую мы рассматриваем, имеет поперечное сечение двутавра. Сейчас мы так рассматриваем. И этот двутавр, конечно, мы положим вот так. Но если конструктивно нас заставят его положить горизонтально, вот так, то тогда, конечно, мы должны будем подбирать двутавр по сечению, по оси, по моменту сопротивления относительно этой оси. Очень важно понимать, что моменты инерции связаны с осями. Если мы двутавр положили горизонтально, значит вот это требуемый момент сопротивления относительно этой оси. Если двутавр стоит вертикально, то момент сопротивления относительно этой оси по сортаменту. Мы просто по табличке берем вот эту ось, смотрим, и по табличке спускаемся до ближайшего, большего, чем вот это значение. Причем, смотрите, это сантиметры кубические у нас получилось. Здесь килоньютоны умножить на сантиметры, разделить на килоньютоны, деленные на сантиметры в квадрате. Килоньютоны и килоньютоны, ну я напишу, да? Килоньютоны на сантиметры, делить на килоньютоны на сантиметр квадратный. Килоньютоны и килоньютоны сократились, сантиметры квадратные пошли в числитель, и мы получили сантиметры кубические. Поехали дальше. Для двутавра мы договорились, постараюсь включить чуть позже. Прямоугольное поперечное сечение. Нет, начнем с круглого. Возьмем y, нет, мало, возьмем x. Так, круглое поперечное сечение. У него WZ это π d в кубе на 32. Просто момент сопротивления для круглого поперечного сечения равен этому значению. А требуемый WZ будет больше либо равен, чем точно так же m максимум разделить на сигма допустимое, но уже дерево. 50, 104, 155 тысяч 10 и 4 разделить на 8. Не на 8, а на 0,8. Потому что мы должны перевести мегапаскали в килоньютоны на сантиметры квадратные, то есть на 0,8. А это получается число. Это получается число 50, 10 и 4 разделить на 0,8. 62, 63, 6263 сантиметра кубических. Теперь вот это мы подставляем сюда. Равняется 6263 сантиметра кубических. А нам же диаметр нужно подобрать. Значит, диаметр из этого уравнения будет
равен корень кубический из 32 умножить на 62, 63 разделить на π. Вот и все. И вот мы нашли диаметр. Ну, уже ж доведем до конца, да? 32 умножить на 6263 разделить на 3 и 14 и взять корень кубический. Теперь осталось найти, где здесь корень кубический. Корень кубический. 39,96 сантиметров. Из сантиметров кубических мы взяли корень кубический. Значит, мы получили в результате сантиметр. То есть диаметр нашего бревна должен быть 40 сантиметров. Ну, 39,96 больше, чем 39,96. Подобрали диаметр. Напишем, да, диаметр равняется 39,96. Зачем напишем, чтобы потом посчитать площадь и сравнить, что выгоднее. Но к этому мы вернемся после того, как найдем дерево. Дерево прямоугольник. Прямоугольное поперечное сечение BH. B равняется 0,5H из вот этого условия. Задают иногда там 0,75, там B равно H, неважно. Ну, у нас задано условие такое, что наш прямоугольник, у него B равняется 0,5H, то есть ширина половина от высоты. Значит, WZ для прямоугольника это BH в квадрате разделить на 6. Опять же, с моментом инерции там есть видео, где я выводил для прямоугольников, для круга. Ну, есть у меня снятые видео, моменты инерции и список воспроизведения. Но сейчас ссылку будет тяжело дать. Пойдем дальше. Потом я в конце, отвечая на вопросы, постараюсь это все скинуть ссылку в чат. Итак, поехали дальше. Но так как b равняется 0,5h, то я сделаю так. Вот h в кубе, да, вместо b я ставлю 0,5h. Вместо b 0,5h. h в кубе разделить на 2, да, и на 6. То есть h в кубе на 12. Я написал. Теперь WZ требуемое... А что, я вытер, что ли? Эх, жалко. WZ требуемое у нас не поменяется, потому что материал остался тот же. Больше либо равно, чем M максимум разделить на сигма допустимое. Что у нас там выходило? И 50-104 на 0,8. 6263. 6263 сантиметров кубических. Значит, h у нас будет больше либо равно корень кубический вот из этого уравнения. 12 я умножаю на 3, да, вот это что же требуемое в принципе. То есть 12 я умножаю 12 на 6263. Ничего в знаменатель не идет, просто нужно из этого взять корень кубический. Умножим на 12 и возьмем корень кубический. 42 и 2. Хорошо. B равняется половина от этого сантиметров. B равняется половина от этого, то есть разделим на 2, получаем 21,1. Зачем я оставил? Чтобы посчитать площадь. Площадь вот этого сечения А, B на H, то есть 42,2, умножить на 21,1, получается 890,42 сантиметра квадратных. А у круга, это прямоугольника, да? А у круга будет πd в квадрате на 4, да? То есть
39,96, 39,96 в квадрате умножить на 3,14 и разделить на 4. Получаем 12,53. 1253 и 5 округлим сантиметров квадратных. То есть круг в данном случае имеет большую площадь, а это значит, что он имеет и большую массу. Невыгоден. Просто невыгоден кругляк как балка, но мы всегда, когда мы делаем реальные конструкции, что мы делаем? Мы исходим из того, что экономически еще целесообразно. Да? Ну, может быть, обрабатывать нам это будет неудобно. То есть мы сейчас посчитали все это на прочность. И теперь, пока видео доходит до конца, я готовлюсь принимать ваши вопросы. Я обещал скинуть ссылку, и как раз вот время, пока до вас дойдет видео, я потрачу на то, чтобы найти ссылку на эти видео по моментам инерции и бросить в чат. Секундочку, это сделать несложно. Видео. Моменты инерции, да. Списки воспроизведения. Так будет проще, потому что вот она. И я кидаю ссылку. Это по моментам инерции, чтобы вы, понимали, что откуда берется и почему я брал у моментов сопротивления именно такие величины. Дальше я сейчас открою книжку и покажу, как мы будем выбирать сайт тег, и как мы выбираем нужный нам двутавр, да, зная значение требуемого момента сопротивления. Сборник задач Беляева. Сборник задач Беляева. Беляев. Сборник задач. Открыл. Теперь опускаемся вниз в ассортимент прокатной стали. Так. Повернем этот листик, чтобы было удобно. И теперь можно открывать если получится на ходу во время трансляции добавить сцену, значит будет хорошо. Так, я понял. А как теперь? Управление. Режим студии. Ага. Минуточку, заканчиваю. TX. И теперь мы это должны переключить. Как
Так, это переключить. Перешел. О. Я надеюсь, что в трансляции все-таки проверяю. Нет, в трансляции все... Ага. Я же не могу проверить. Теперь я надеюсь, что все-таки я в трансляции показываю рабочий стол. И тогда рассказ не пропадет даром. Итак, на рабочем столе мы видим сортамент прокатной стали. Это стандартная таблица для этого сортамента. И здесь мы видим следующее. Вот здесь сам двутавр нарисован. У него есть вот эта ось, про которую мы говорили. Если он вот так стоит, то мы должны брать момент сопротивления относительно этой оси. Если он лежит, то момент сопротивления относительно этой оси. Но мы договорились, что берем относительно нормально стоящего двутавра, потому что так он экономически целесообразнее, чем если лежит. Просто потому что, давайте сравним. Вот момент сопротивления относительно оси Х 39,7. А он же в знаменателе, то есть, значит, мы получаем балку меньшую, ну, меньшей площадью. А если мы будем лежа брать, то вот такой нам момент сопротивления дают, а и он значительно меньше, то есть сопротивляется меньше изгибу. Это значит, мы возьмем балку больше. А теперь смотрим, у нас требуемый момент сопротивления был 250,52. Это вот сразу нам попался этот двутавр, вот 250,52, вот ближайший больший, это 12-й двутавр. И вот его параметры. В принципе и все. Сейчас только проверю, когда я, да, рассказывал, все хорошо, значит показывалось назад. Рабочий стол, нет, сцена, переход. О. Вот, теперь, значит, я готов отвечать на вопросы, которые, надеюсь, у вас созрели, и вы их в чате будете задавать. Готов отвечать на вопросы. Дождусь только, чтобы дошло видео до конца. Ну, значит, пока вопросов нет, а люди не уходят, значит, еще что-то ждут, тогда надо мне что-то рассказать. Рассказать о себе. Работал я в институте транспорта, Днепропетровский институт инженеров транспорта, занимался испытаниями и параллельно испытаниями подвижного состава. Была такая лаборатория динамики и прочности подвижного состава, отраслевая. И мы много провели разных испытаний. Затем занимался я производством тренажеров для машинистов, то есть участвовал в таком вот большом проекте, где было очень интересно. А сейчас я занимаюсь SEO-продвижением сайтов. И параллельно, как хобби, у меня канал на YouTube, сайт, где я выкладываю эти видео и описание к ним. Ну и, естественно, веду консультации и курсы для индивидуально и групповые занятия.
Буду рад, если вам понадобятся мои услуги. Вот, в принципе, и все, что о себе могу рассказать. Опять же, тянул время, чтобы увидеть вопросы, но я их не вижу. А это значит, что или я все хорошо сделал. Ну да, будем считать, что хорошо сделал, раз вы еще не ушли. Вот, поэтому буду с вами прощаться. Был рад с вами видеться. Будьте здоровы, до свидания. Удачи, всего хорошего.